Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Начинаем шить. Поскольку времени немного, я вкратце матом объясню. Вот как говорят психологи, совсем маленькие дети, дошкольники и младшие школьники просто обожают яркие насыщенные основные цвета. Именно такими мы сегодня поработаем. В качестве фоновой ткани возьмем бежево-коричневую бязь. Шаблоны с размерами вы видите на экране. Если надо, ставьте на паузу и перерисовывайте. Это подсказки, как можно очень быстро нашить большое количество блоков, квадратов, составленных из двух треугольников. Подробно об этих способах я рассказывала уже не раз. На канале есть плейлист «Треугольные фантазии». А сегодня работаем с большими квадратами 21,5 см на 21,5 см. Просто у меня есть такая линейка шаблон. На ткани с изнаночной стороны рисуем 2 диагонали. И еще через центр проводим 2 перпендикуляра. Потом складываем вместе лицом к лицу 2 квадрата, бежевый и цветной. Закалываем иголочками. Теперь надо проложить строчку на ширину лапки по обе стороны от нарисованных диагоналей. На моей машинке это расстояние от иголки до края лапки 7 мм. На вашей машинке могут быть другие значения. Сразу совет. Когда будете шить, старайтесь, чтобы на всех деталях строчка проходила с одной стороны. Тогда припуски будут везде одинаковые. Когда шьем, строчку делаем мелкой, крепкой. Закрепки обязательны. В начале, в конце, в середине, в центре. Нитки стараемся лишний раз не обрывать. Отшили одну деталь, переходим к следующей. Заготовки проутюжим, исправим все деформации ткани и перейдем к следующему этапу. Для начала подрежем уголки и разрежем большую квадратную заготовку по нарисованным линиям на мелкие детали. Таким образом, мы сделали сразу 8 квадратов, составленных из 2 треугольников. Готовые детали надо правильно проутюжить. Швы заглаживаем на сторону яркой ткани. Так они не будут просвечивать на лицевой стороне, и изделие получится крепким и аккуратным. Все готовые детали промеряем и выравниваем. У меня получились квадраты 9,5 на 9,5 см. У вас могут быть другие размеры. А теперь надо определить размер большого квадрата. Рекомендую сначала сшить заготовку из 4 деталей, ее проутюжить, а уже потом по этим размерам выкраивать цветные квадраты. Почему? Мы все шьем по-разному, на разных машинках, и припуски на швы могут быть тоже разными. Основной узор будет состоять из большого квадрата, от которого отходят 4 лучика. Вот такие звезды. Чтобы сделать раскладку, надо много места, на стол все не войдет. Ну что ж, начинаем жить половой жизнью. Раскладываем большие квадраты в нужном порядке, то есть в высокохудожественном беспорядке. И начинаем потихоньку заполнять оставшиеся промежутки. Самое главное – следить за тем, чтобы все лучики были повернуты в нужные стороны. Вот такая раскладка у нас получается. А теперь первым делом сшиваем 4 маленьких квадрата. Рисунок получается бежевый ромб, а углы цветные. Прошиваем первые детали, тут же представляем 2 следующие. Переходим на кусочек вспомогательной ткани, чтобы нитки не обрезать. Заготовку разворачиваем, швы тщательно расправляем ногтем и прошиваем,
прокладываем шов по горизонтали. Обратите внимание, что швы между деталями мы не разрезали, они сцеплены между собой в центре. Нам остается только ровно разложить ткань. В местах соединения припуски на швы направляем в разные стороны. На одной детали вверх, а на другой вниз. Так потихоньку прошиваем все маленькие цветные квадраты с ромбом. Готовые цветные вставки тщательно проутюживаем с паром, подтягиваем и расправляем все швы. Естественно, без фанатизма. Помним про то, что у нас много диагональных срезов. Ничего не тяните. После того, как проверили правильность раскладки, приступаем к сборке полотна. Сшиваем также вертикальными рядами. Соединяем вместе детали первой и второй колонки. Закалываем булавочками с той стороны, где будет проходить шов. Потом эти заготовки складываем стопочкой и идем к швейной машинке. Шьем все гирляндой, нитки не обрываем. Когда сделали все вертикальные ряды, полотно держится на нитках. Остается только прошить все по горизонтали. У нас все перекрестки уже на месте, соединены нитками швов. Главное, ничего самим не перетянуть. Ну, оно, конечно, ежели что. Хотя, однако, все-таки, а то вдруг, да коснись чего, и вот на тебе, пожалуйста. Вот такая заготовка со звездами у нас получилась. Продолжим с ними работу. Для начала придумаем продолжение, рамочку. Возьмем полоски ткани шириной 15 см и со всех сторон обошьем нашу заготовку. Все смотрится очень симпатично. Это у нас будет легкое летнее одеяло или покрывало. Для обратной стороны используем термостежку. Облегчаем себе работу. Складываем вместе лицом к лицу лоскутный топ и термостежку и прошиваем их по периметру, как пододеяльник. Затем выворачиваем, хорошенько все расправляем и зацепляем английскими булавками. После этого приступаем к стежке. Прошиваем основные линии по швам. И можно подчеркнуть углы звезд. И получилось у нас прекрасное детское летнее одеяло. Яркое и красивое. Девочки, красавицы, я дала вам идею. Показала технологию работы, ничего не утаила. Эй, позолоти ручку, дорогой, алмазный яхонтовый. Всю правду скажу, ничего не утаю. А вы сошьете свой вариант гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А я что? А я ничего. Другие вон что, и то ничего. А я так что, так сразу вон что. Ну, вы меня поняли. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех в группах ВКонтакте, Одноклассниках, на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!